Привет! Как вы думаете, что нужно сделать правителю государства, чтобы его официально вычеркнули из истории страны? В смысле, не просто считали жестоким и кровавым тираном, убившим много людей, а вообще считали все его правление настолько позорной страницей истории, чтобы на официальном уровне было принято решение про него вообще забыть. Таких эпизодов в мировой истории, прямо скажем, немного. Даже условного Гитлера в Германии не вычеркивают из учебников. Но сегодня мы поговорим как раз о таком человеке, о римском императоре Гелиогабале. Это был один из императоров, который правил во времена кризиса империи в 3 веке нашей эры. И в какой-то степени Гелиогабал стал олицетворением этого самого кризиса. 4 года с 218 по 222 года правителем Римской империи был человек, который смог прославиться только как дичайший развратник. И если почитать разные биографии Гелиогабала, то можно найти такое, что удивительно, как про него не сняли очередную серию Гачи-Мучи в римском антураже. Но серьезно, одним из самых ярких моментов правления было то, как император провозгласил себя императрицей, а потом вышел замуж за своего фаворита-мужчину. Неудивительно, что когда этого императора свергли и убили, то решили вычеркнуть его имя из списка императоров, чтобы не позорить Рим. Но подождите, если вы уже настроились на то, что я буду тут пересказывать желтые новости 2000-летней давности, то это будет не совсем так. То есть желтуха, разумеется, будет. Вы ж ради этой жести, скорее всего, и включили ролик. Но помимо этого, я постараюсь разобраться, что из написанного про Гелиогабала правда, а что нет. В первой половине я расскажу, как описывали правление Гелиогабала римские историки. Ну, то есть плюс-минус то, что вы можете увидеть, если прочитаете какого-нибудь Диона Кассия, Геродиана или какую-нибудь советскую книжку про римских императоров, потому что они во многом базировались на пересказе римских историков. И тут будет прям максимум жары, мяса, кринжа и голых сисек. Впрочем, учитывая вкусы нашего императора, не столько сисек, сколько, вы поняли. А во второй части будет более серьезный разбор, я бы даже сказал, некоторая реконструкция того, что на самом деле представлял из себя Гелиогабал за пределами всего этого шлюхозайства, из-за которого он вошел в историю. Тут я хочу задать вам один вопрос. Что люди стали понимать в нашем времени и не понимали в эпоху Римской империи? Я подскажу. Что деньги – это не цель, а средство. А значит, хранить наличку в условиях постоянной инфляции – это так себе идея. Да, если что, в Риме инфляция уже была, но не было мысли, что деньги должны работать. Сейчас заставить деньги работать легко, есть целая куча инструментов для инвестирования. И я хочу порекомендовать вам один такой – удобную трейдинговую платформу Pocket Option. Ее главная фишка не только в простоте использования, но и в том, что она позволяет зарабатывать даже таким чувакам, как я, которые мало что понимают в трейдинге. Секрет простой – никакой магии и дешевых обещаний в прибылях в 1000% тут нет. Зато есть функция социальной торговли. Ее суть в автоматическом повторении сделок лучших трейдеров из рейтинга Pocket Option. Причем копировать стратегии можно не у одного, а сразу у нескольких человек. Так вы диверсифицируете риски. Легко и прибыльно. Рекомендую попробовать. Только помните, любые финансовые инструменты связаны с рисками. Это не золотая жила с бесконечным запасом денег, так что не увлекайтесь. Но если вы готовы попробовать что-то новое, ищите ссылку на Pocket Option в описании. А если хотите заработать больше, то при регистрации введите промокод ЗАЯЦ и получите 60% к первому пополнению счета. Желаю удачи и финансовой стабильности. Итак, первым делом с Гелиогабалом мы встречаемся в трудах римского историка Элия Лампридия. Я никогда не стал бы описывать жизнь Гелиогабала, пусть бы никто не знал, что он был римским государем, если бы раньше это же государство не имело Каллигул и Неронов. Но так как одна и та же земля производит ядовитые травы и хлеб, а также другие полезные растения, одна и та же земля порождает змей и домашних животных, то прилежный читатель вознаградит себя, когда в противовес этим чудовищным тиранам будет читать о добродетельных императорах,
об Августе, Трояне, Веспасиане, Идриане, Пии, Тите и Марке Аврелии. Тут забавно, что Гелиогабала на самом деле тоже звали Марк Аврелий, как одного из самых уважаемых императоров за всю историю Рима. Его настоящее имя Марк Аврелий Антонин. В общем, уже по этому отрывку видно, что для римлян Гелиогабал позиционировался как сосредоточение всего плохого, что только может быть в правителе. Если прочесть то, что писали про Гелиогабала римские историки, то получится примерно следующая картина. На тот момент Рим переживал эпоху принципиата. Это был самый уродливый гибрид между республиканской диктатурой и монархией. Со времен императора Августа вся власть была в руках у императоров. Это были своего рода диктаторы, которые правили, опираясь на армию. Но суть в том, что полноценной монархии с четкими правилами наследования власти это еще не было. По сути, любой удачливый полководец мог претендовать на пост императора, кем бы он ни был. Ну то есть буквально почти кто угодно. Примерно за полвека до Гелиогабала был такой император Петринакс, который вообще был сыном вольноотпущенного раба. И ничего, правда на практике такие крутые социальные лифты приводили к бесконечным гражданским войнам. Потом на трон взошел мутный тип Каракалла. Ходили слухи, что чтобы стать императором, он отравил собственного отца, а потом пригласил брата на переговоры о разделе империи и прямо там на переговорах зарубил. Ну в общем, уже понятно, что это за человек. Свою легитимность Каракалла поддерживал исключительно за счет бесконечных войн и в процессе грабил все, что видел. А награбленное раздавал своим солдатам. Причем ему было абсолютно без разницы, что грабить. Так, чтобы стать императором, он позволил своим легионерам выносить деньги из римской казны, что уже само по себе жесть. Но на любого ублюдка всегда найдется другой ублюдок, который сможет пообещать больше. И такой человек нашелся в лице Макрина, командира личной охраны Каракаллы. То есть, по сути, получилось, что телохранитель императора приказал убить императора, чтобы самому стать императором. Полная дичь. Правителем Макрин оказался интересным. В плане того, что если Каракалла регулярно со всеми воевал, то Макрин решил во что бы то ни стало принести в страну в мир. На тот момент Рим довольно давно сражался против парфян и уже практически победил. Но Макрин внезапно вывел войска из Парфии и пообещал платить парфянам дань. В Риме от такого непонятного решения прифигели, и популярность нового императора резко упала. Чтобы справиться с волной недовольства, Макрин начал весело резать всех родственников Каракаллы, в том числе убил и его мать. Зачем я об этом рассказываю? А затем, что у этой матери была сестра, а у той сестры был внук. 14-летний мальчик Гелиогабал. Да, наконец-то мы добрались до этого маленького извращенца. Он вообще не имел к армии никакого отношения. Жил себе где-то на территории современной Сирии и пинал ***. Но тут его бабуля начала распускать слухи, что внучок-то, оказывается, это внебрачный сын Каракаллы, а значит, вполне себе наследник престола. На защиту якобы законного правителя встали несколько легионов, которые терпеть не могли Макрина, и пошли на Рим. Состоялось сражение, в котором Макрин проиграл. Он пытался сбежать, но его нашли и убили, а Гелиогабала провозгласили императором. И вот тут началась жара, потому что парень явно не был готов к власти. Он ничего не знал про Рим, он вырос в далеком городе Эммеса, среди арабов с другой культурой. А тут внезапно для себя в 14 получил абсолютную власть в самой сильной и главной стране своего времени. А еще доступ практически к бесконечному количеству денег. Теперь даже суровые генералы и сенаторы смотрят на него снизу вверх и чуть что падают на колени. Понятно, что пацана слегка поплавило. Ну и он начал, что называется, чудить. Первые приколы у него были сравнительно невинные. Гелиогабал заявил, что раз он тут император, то будет одеваться как восточные цари, то есть в шелка.
Носить золотую корону, золотые перстни и драгоценные камни. Казалось бы, что тут не так? Проблема в том, что в Риме вообще-то так было не принято. Император воспринимался как высшее должностное лицо и должен был носить что-то вроде униформы, шерстяную тогу. А короны вообще никакой не предполагалось, максимум лавровый венок. Но Гелиогабал заявил, что шерсть чешется, и он будет носить только шелк, и не хотел никого слушать. Его советникам пришлось срочно что-то придумывать, чтобы подготовить римлян к тому, что их новый император будет одеваться как Филипп Киркоров. Идея была вот какая. Гелиогабал из своей Сирии ехал в столицу очень долго, по суше. По пути его убедили остаться на зиму в Никомедии. Это город в современной Турции. Типа, уважаемый император, понимаете, зима, холода, дороги замело. Давайте вы тут отдохнете пока. А тем временем в Риме стали развешивать портреты Гелиогабала в полном облачении. Так что, когда он наконец приехал, то все более-менее оказались готовы и не настолько офигевали от его попугайского вида. Но это было только начало. Дальше император решил, что все должны ему поклоняться словно богу. Ну то есть как? Сначала вместо всех римских религий он решил ввести культ единого бога – Гелиогабала. То есть ни с того ни с чего начал проводить масштабную религиозную реформу. Это выглядело примерно как если бы сейчас в США президент решил сделать государственной религией ислам. В общем, я же говорил уже несколько раз, что юный император был из Сирии. И там люди поклонялись богу солнца Эллагабалу. А в Риме его связали с греческим богом солнца Гелиосом. И так получился Гелиогабал. Император стал верховным жрецом нового культа. И как раз в этот момент сменил имя с Марка Аврелия Антонина на Гелиогабала. То есть, по сути, назвал себя воплощением бога. Если что, воплощению бога только недавно исполнилось 16. Император сам вместе со своими прибывшими из Сирии восточными жрецами проводил ритуалы и заставлял на них смотреть римских сенаторов. Причем там были весьма специфичные ритуалы. Император пел и танцевал между алтарей, что для римлян уже выглядело как цирк. Там все-таки привыкли приносить жертвы в более торжественной и спокойной манере. Но дело этим не ограничивалось. Сначала Гелиогабал приносил в жертву животных, потом перешел на людей. То есть на алтарях богу Гелиогабалу воплощение бога Гелиогабала закалывало и сжигало детей. Получалось, что император приносил жертвы как бы сам себе. Причем специально для этих целей отбирали мальчиков из знатных семей, а родителей заставляли присутствовать на церемонии и на все это смотреть. Гелиогабал вообще крайне презирал римскую знать и сенаторов. Сенаторов он вообще называл своими рабами в тогах. Зато всячески приближал к себе людей, которые были ему верны или просто нравились, не считаясь с их происхождением. Среди тех, кого он ставил на высокие должности, были, например, акробат, который ходил по канату, и мим. А еще он приближал к трону своих любовников. Да, за этим мы все тут собрались, за этими горячими историями, верно? Гелиогабал был бисексуалом. И вообще больше всего прославился своей любвеобильностью. Он за 4 года правления умудрился трижды жениться. Первый его брак был на девушке из знатного рода Юлии Корнелии. И это было, в общем, нормально. Но меньше чем через год он развелся со своей первой женой и захотел жениться на Весталке, то есть на жрице богини Весты, которые вообще-то должны были оставаться девственницами до смерти. Тем не менее, Гелиогабал добился того, чтобы Весталка Аквила Севера стала его женой. Причем он официально сыграл свадьбу, и после этого она не переставала быть весталкой и продолжала служить в храме. Это было не просто развратное действие с точки зрения римлян, это было уже чистым святотатством. Но потом Гелиогабал бросил и эту жену и женился 3-й раз, а затем развелся с 3-й и снова женился на 2-й. Хотя, судя по всему, женщины его привлекали в меньшей степени, чем любовники мужского пола. Вообще Гелиогабал вел себя так, что в современном мире его бы признали небинарной персоной. То есть, чтоб не думали, что это просто мои слова. Вот цитата римского историка. У него все полости тела служили для похоти. Он носил женскую одежду, подкрашивал глаза и румянил щеки, а также открыто целовался со своими любовниками-мужчинами.
Одного из них, Герокла, он даже прилюдно целовал в пах, уверяя, что этим он совершает священнодействие. А вот еще один интересный отрывок. У себя во дворце он разыгрывал пьесу о Парисе, где сам исполнял роль Венеры. Причем одежды его внезапно падали к ногам, а сам он обнаженный, держа одну руку у сосков груди, другой, прикрывая срамные части тела, опускался на колени, выставляя свой зад, подставлял его к любовнику. Гачимучи отдыхает. Один из историков с сарказмом писал, что Гелиогабал раздавал почести и должности фаворитам за размеры их, скажем так, мужской доблести. И что у него были даже отдельные слуги, единственной задачей которых было искать ему по всей империи парней с такими же большими способностями. Но еще у него был главный любовник, точнее даже не так. Гелиогабал официально называл этого человека мужем императора. У разных историков имя этого мужа звучит по-разному, то ли Зотик, то ли Гераклес. Но суть такая, что это был один из ближайших людей Гелиогабала, причем абсолютно в духе поехавшего императора. Этот чел оказался бывшим рабом и колесничем, который наш парень поднял до самого верха чисто за красивую внешность. Один из историков записал байку, что этот самый Гераклес должен был входить в императорский дворец непременно состоящим членом, а если не стоял, то его выгоняли. В любом случае, Гераклес одновременно был и любовником Гелиогабала, и самым доверенным другом. Гелиогабал даже сыграл типа свадьбу с этим любовником, причем на этой свадьбе Гераклес был за жениха, а император за невесту. Еще про Гелиогабала ходила легенда, что он реально хотел превратиться в женщину и даже искал по всему Риму колдунов, чтобы над ним провели такую операцию. То есть его еще можно назвать и первым трансгендером. Кстати, а как при всех этих приколах Гелиогабал управлял страной? Да особо никак. Этим занималась его бабка Юлия Меза. По сути, юный император просто передал ей в руки власть, чтобы ему не мешали развлекаться всякими там скучными обязанностями по принятию законов. В Риме тогда существовал орган под названием Сенакул, типа собрание наиболее уважаемых женщин города. Никаких реальных полномочий он долгое время не имел, но Гелиогабал постановил, что отныне Сенакул будет иметь право издавать законы, точно так же, как и обычный сенат, состоящий из мужчин. От этого у тогдашних римлян просто ломался мозг. Потому что Древний Рим — это общество патриархальное, где женщина всегда была на вторых ролях. Давайте я просто процитирую одного римского историка, как он представлял работу женского сената. Составлялись смехотворные сенатские постановления, касающиеся законов о матронах. В каком одеянии должна ходить та или иная, кто кому уступить дорогу, кто кому подходить для поцелуя, какая должна ездить в парадной повозке, какая на коне, какая на вьючей лошади, какая на осле, какая в крылатой повозке, запряженной мулами, какая на валах, какая должна передвигаться в сидячих носилках и в кожаных или костяных, выложенных слоновой костью или серебром, какая имеет право носить на обуви золото или драгоценные камни. Так вот, пока его бабка занималась делами государства, подросток-император в пик пубертата отжигал как мог. И речь не только о сексуальных приключениях. Диета у него тоже была весьма интересная. Вот только некоторые из его любимых блюд. Пятки верблюдов, гребни петухов, языки павлинов и соловьев. А еще как-то раз Гелиогабал дал морское гладиаторское сражение в огромном бассейне, наполненным вином. Обычными дневными делами он занимался по ночам, а ночными – днем, считая и это условием роскошной жизни. Таким образом, он просыпался и начинал принимать приветствие поздно вечером, а ложился спать утром. Своим друзьям он каждый день что-нибудь дарил и редко оставлял кого-то без подарка. А еще он очень любил розы. По приказу императора лепестками устилали столовые и кровати, чтоб Гелиогабал ходил по цветам и лежал на них. Один из
из римских историков вообще рассказывает такую cool story. Как-то раз Гелиогабал пировал со своими приближенными и решил сделать пир с сюрпризом. По заказу императора потолок зала сделали раздвижным и сверху навалили кучу лепестков. План был такой, что в какой-то момент потолок раскрылся и пошел как бы дождь из лепестков. Но лепестков оказалось так много, что гостей просто завалило цветами. И кто-то даже задохнулся. Император не пострадал, хотя для него это была бы, конечно, красивая смерть. Ну ладно, я тут навалил кринжатины, причем вполне осознанно, прошу заметить. Моей целью было показать, как примерно воспринимался образ Гелиогабала в Древнем Риме. Потому что все римские историки, когда говорили про этого императора, акцентировали внимание примерно на таких вот вещах. А теперь давайте серьезно. Проблема с Гелиогабалом в том, что у нас на самом деле не так много источников по этой эпохе. Когда нашего императора-трансгендера убили, то его подвергли, так сказать, процедуре забвения. Ну то есть буквально было приказано вымороть его имя из истории. Уничтожались статуи, барельефы и документы. Совсем забыть о существовании Гелиогабала, правда, не получилось. Проблема в источниках. Сведения про этого чувака можно разделить на два типа. Первый — хроники историков, которые жили одновременно с Гелиогабалом, но абсолютно все были его противниками. Второй — историки, которые жили через 100-200 лет и просто пересказывали древние слухи. Ну то есть, думаю, сейчас вы понимаете, откуда пошли все эти потрясающие cool story, о которых я говорил раньше. Их источником были враги Гелиогабала, или просто это троекратная переваренная информация через глухой телефон. Как в анекдоте, где Рабинович выиграл миллион в казино, но на самом деле не миллион, а 10 тысяч. И не выиграл, а проиграл. Так что чуть ли не единственным объективным источником об эпохе Гелиогабала можно назвать римские монеты тех времен. И это на самом деле крайне полезная вещь, хотя бы потому, что там указывали титулы императора и имя бога, которому он поклонялся. Так что монеты в какой-то степени могут помочь восстановить реальный портрет Гелиогабала. Но какую-то настоящую картину правления этого императора мы восстановить можем. Начну я, пожалуй, с повторения той фразы, что Гелиогабал не Гелиогабал. Его настоящее имя при рождении было Секст Варий Адвент Басиан. Так вот, происходил он из богатой семьи то ли финикийского, то ли арабского происхождения. Для Рима того времени это как бы не играло большой роли. Урожденные чистокровные римляне никогда не составляли в империи больше 5%, а остальные были представителями самых разных народов. И чем дальше, тем больше покоренные народы вливались в общеримскую культуру. Даже римская знать к тому времени состояла из кого угодно. А тот же император Каракалла и вовсе отменил деление на римлян и варваров, даровав гражданство всем жителям империи. Так что, с одной стороны, Гелиогабала римские историки называли варваром на троне. С другой стороны, его род вообще-то считался римскими аристократами и имел право заседать в Сенате. Если вы помните, что Гелиогабал пришел к власти вместо императора Макрина, который был всего лишь всадником. Это тоже такой римский дворянский титул, но рангом пониже. В семье Гелиогабала свободно говорили и по-латыни, и по-гречески, и носили римские имена. Но был один нюанс. Род Басианов происходил из древних правителей Эммесы в Сирии. Тут римские историки не соврали, но это накладывало определенные обязательства. Как и везде на Древнем Востоке, правитель одновременно был и верховным жрецом, то есть все старшие мужчины в роду были жрецами того самого бога Элагабала, который римские историки переделали в Гелиогабала. Что это был за бог, мы на самом деле до конца не знаем. Его имя переводится как «горный бог». Основная теория заключается в том, что это было верховное божество неба, типа Зевса или Юпитера. Символом Элагабала был черный камень, якобы упавший с неба. Если вам тут почудилось что-то знакомое, то, думаю, вы правы. Я же говорил, что Эмеса – арабский город. Так что современная Кааба с ее черным камнем – это отголосок подобных древних верований. Кстати, став императором, Гелиогабал перевез священный камень из Эмесы в Рим, где его благополучно потеряли. В общем, эта традиция, что семья Басианов является и жрецами, она сохранилась и после того, как Эммесу присоединили к Риму. То есть у семьи отняли светскую власть, но религиозную
религиозную никто не отбирал. И понятное дело, что Гелиогабала с детства готовили именно к жреческой карьере. Он должен был совершать те самые ритуалы в честь бога Элагабала. И нет ничего удивительного в том, что, став императором, он продолжил этим заниматься. Тут, правда, нужно сделать оговорку, что он был такой не один. Причина была в том, что я уже сказал. Империя охватила множество народов, и римляне познакомились с разными религиями. Так что, например, культ египетской богини Исиды к тому времени уже несколько столетий был весьма популярен в Риме. Да и Элагабала родственники нашего императора, живущие в других частях империи, вполне себе почитали. Вообще, в те времена, скорее, классическое римское язычество переживало кризис. Римляне все меньше и меньше верили в Юпитера, Марса, Венеру и прочих богов. Зато расцветали всяческие восточные учения. Тот же культ Исиды, или культ персидского бога солнца Митры. Или, например, секта, проповедовавшая, что сын иудейского бога пришел на землю и был распят на кресте. Но все равно то, что сделал юный император, было перебором. Первое время он просто продолжал поклоняться Эллагабалу наряду с прочими богами. Но когда переехал в Рим, то объявил, что теперь Эллагабал будет главным богом империи. И вообще он повелел поклоняться не старым римским богам типа Юпитера и Венеры, а тем богам, которым он привык поклоняться у себя в Эммесе. Например, Минерву, то есть Афину, заменила арабская богиня Аллат, дочь Аллаха. Да, не удивляйтесь, это доисламские арабы. Там у Аллаха могла быть и жена, и дочь. Кстати, идола этой самой Аллат через 400 лет пророк Мухаммед вынесет из Каабы и сожжет. Вместо Венеры Гелиогабал велел поклоняться финикийской богине любви Киприс, в честь которой, если что, получил свое название Кипр. Эти три бога должны были составлять что-то вроде верховного пантеона Рима. Но главным богом должен был оставаться Эллагабал. В Риме был даже построен храм Эллагабала, который должен был стать как бы храмом всех богов. Там установили тот самый черный камень. Император приказал, что даже евреи и христиане, живущие в Риме, должны были молиться в этом храме. Ну а главным жрецом Эллагабала, да, был сам император. Он действительно приносил жертвы по тем ритуалам, к которым привык у себя на родине. Ну и официально было провозглашено, что император теперь не только верховный жрец, но и буквально воплощение верховного бога. Скорее всего, именно эта странная и нелепая религиозная реформа и стала причиной такой огромной нелюбви к Гелиогабалу. Кстати, никаких доказательств того, что он приносил человеческие жертвы, нет, так что это, скорее всего, элемент черной легенды. Знаменитая история с кражей весталки из храма и женитьбой на ней, вероятно, также была связана с этим культом. В Эмесе, как и в других городах Востока, существовал обычай, когда между главным мужским и главным женским божеством как бы играли свадьбу. Обычно это разыгрывалось как брак между верховным жрецом храма Эллагабала и верховной жрицей богини Аллат. Это было никак не связано с браком между людьми. Секс там подразумевался, но как бы жрецы в этот момент исполняли роль богов, поэтому юридически весталка оставалась девственницей. Еще раз, для его сирийских мозгов это было нормой, для его сирийского окружения это было нормой, но вот для римлян это выглядело как дичь. Не совсем понятно, нафига эта религиозная реформа была вообще нужна. Ну, типа, когда мы говорим про какого-нибудь императора Константина, который разрешил христианство, то там мотивы более-менее понятны. Нафига Гелиогабалу было нужно проводить подобную реформу, неясно. Возможно, дело в том, что Гелиогабал был, по сути, ребенком. И он действительно слабо себе представлял, как работает империя. И решил, что раз он уже император, то можно делать вообще все, что душе угодно. Кстати, Гелиогабал приказывал изображать себя в виде Геракла, что тоже как-то говорит про его самомнение. Помните, про него говорили, что он раздавал посты и почести абсолютно левым людям, руководствуясь только их любовными талантами. На самом деле, исходя из того, что мы реально знаем про назначение
назначения Гелиогабала такого не было. Ну то есть буквально мы знаем только одно его назначение, когда человек поднялся из грязи в князи. Один центурион был повышен до легата и отправлен командовать войсками в Германию. Но этот центурион добился такого положения не через постель, а потому что поймал экс-императора Макрина, конкурента Гелиогабала. Обычное, в общем-то, дело. Другое дело, что сенаторам не нравилось, что Гелиогабал назначал людей на важные должности в обход их. Это тоже было не принято. Насчет гомосексуальности императора вообще нельзя толком судить, потому что снова доказательств, кроме записей историков, у нас нет. А историки пересказывали слухи. Например, за признак нетрадиционных увлечений Гелиогабалом они могли принять то, что император красил глаза. Но опять же, в его родной Сирии мужчины спокойно пользовались косметикой. Но даже если там что-то и было, то сама по себе гомосексуальность в Риме не считалась грехом. Считалась грехом скорее половая распущенность. И как бы с одной стороны, видимо, Гелиогабал отличался чем-то подобным. 3 жены за 4 года у него действительно было. Мы это знаем потому, что с женами императора тоже чеканились монеты. Это он, конечно, переборщил, хотя для подростка такое поведение вполне понятно. В общем, ясно, что Гелиогабал был императором, прямо скажем, эксцентричным. Если по-серьезному, то это был юноша, дорвавшийся до власти и начавший сходить с ума от внезапной вседозволенности. Но, скорее всего, он не был прям таким воплощением развратности, как про него писали римские историки. Да и в любом случае, даже если вывести разврат за скобки, уже его поведение в духе царь во дворца, то есть демонстративный отказ от традиционной римской одежды, ношение шелка, пренебрежение с сенатом, этого бы всего хватило для недовольства. Возможно, что это бы как-то по-другому смотрелось, если бы Гелиогабал реально сделал что-то полезное для страны. Но, судя по всему, он не сделал вообще ничего. Там была какая-то попытка повоевать с германскими племенами, которая закончилась буквально ничем. Ну и еще при Гелиогабале уменьшился вес римской монеты. То есть уже давно в монеты добавляли все меньше и меньше золота. Уже при Калакалле римские золотые наполовину состояли из свинца. Но при Гелиогабале содержание золота еще уменьшилось на 4%. Вот, собственно, и весь итог его правления. То есть, Гелиогабал, как правитель из Европы-3, запомнился только своим распутством. Как сказал один современный историк, возможно, Гелиогабал не был бы тираном, как Нерон, но он точно был самым некомпетентным и бесполезным из всех. Если считать с момента прибытия в Рим, то правление Гелиогабала продлилось 2 года и 8 месяцев. И вот как он потерял власть и, собственно говоря, жизнь. Тогда нужно было, чтобы у римского императора был официальный преемник. В 221 году Гелиогабал официально назначил преемником своего двоюродного брата Александра Севера. Причем, поскольку преемник официально должен быть сыном Августа, то 17-летний Гелиогабал усыновил 14-летнего Севера. Тоже та еще шизофрения, конечно. И вот, как оказалось, зря он это сделал, потому что вокруг Александра Севера начали концентрироваться все недовольные режимом. Как и в случае с приходом к власти Гелиогабала, тут главную роль тоже сыграла женщина, мать Севера, которая вовсю распространяла слухи, какой хороший ее сынок, как он отличается от этого злого и развратного Гелиогабала и каким хорошим будет императором. А тем временем недовольство императором распространилось и на армию. Потому что, Гелиогабал не был харизматичным лидером. Он не был жестким полководцем, который бы вел армию от победы к победе. С победами, как я говорил, вообще было сложновато. Денег легионерам он тоже не сказать, что прям много платил. То есть платил нормально, но не настолько, чтобы его терпеть. По этому поводу, кстати, есть очередная cool story. Якобы сирийские жрецы предсказали Гелиогабалу, что он умрет насильственной смертью. Поэтому он заранее стал готовиться, чтобы, когда за ним придут заговорщики, покончить с собой. Разумеется, к суициду Гелиогабал готовился с присущим ему пафосом. Заготовил себе целую кучу
куча перстней, где был спрятан яд. Были приготовлены шелковые веревки, чтобы повеситься, и золотые мечи, чтобы заколоть себя. А во дворце была специальная высокая башня, с которой можно было в случае чего броситься вниз. Опять же, как и большинство кулсторий про Гелиогабала, это не поддается проверке. Но в любом случае это не понадобилось. Все произошло проще и грубее. 12 марта 222 года Гелиогабал и Александр Север посетили войска. Солдаты радостно приветствовали Александра, а Гелиогабала освистели. Гелиогабал разозлился и приказал своей охране арестовать всех, кто его освистывал. Но вместо этого охрана атаковала самого Гелиогабала. Императора обезглавили, раздели, его тело проволокли по улицам Рима, а потом бросили в Тибр. Такой, в общем-то, внезапный и бесславный конец. С императорами в Риме тогда вообще не церемонились. Новым правителем провозгласили Александра Севера, а Гелиогабала было приказано забыть. Впрочем, особой радости империи это не принесло. Александр Север правил 13 лет, после чего его тоже свергли и убили. А если говорить о Гелиогабале, то у этого персонажа вообще была очень интересная история после смерти. То есть да, его изначально просто хотели забыть как страшный сон, но настолько феерически плохой правитель не смог не остаться в памяти. Христиане использовали Гелиогабала как удобное соломенное чучело, чтобы ругать язычников. Потом, уже в новое время, он стал символом жестокой и кровожадной тирании, хотя кровавым тираном Гелиогабал точно не был. В общем, смысл в том, что он всегда оставался отрицательным персонажем в культуре. До последних десятилетий. Зато в современности... давайте я дам вам пару секунд, и вы напишите в комментариях, в кого превратила Гелиогабала современная культура. Трам-пам-пам-пам-пам. Вы правы, если написали в икону квир-движения. То есть, посмотрите, это был, конечно, не первый римский гомосексуальный император, но первый, про которого писали, что он наряжался в женское платье и хотел сменить пол. То есть, это же трансгендерная персона в Древнем Риме. В последние годы появляются работы, не научные, а художественные, вроде пьесы «Элагабал», где нашего горе-императора раскрывают как трагическую гей-фигуру, родившуюся слишком рано, чтобы быть счастливым. Это просто феерический поворот сюжета, я считаю. Прям хочется закончить этот ролик словами немецкого историка Мартина Иска. Время показало, что даже человек, как Гелиогабал, может стать для кого-то героем. Спасибо за просмотр, буду рад вашим лайкам и подписке на канал. Это все помогает продвигать ролик на YouTube. Также не забывайте, что сразу после премьеры на втором канале пройдет прямой эфир, где я с вами пообщаюсь и поотвечаю на ваши вопросы. И в целом, надеюсь, мы хорошо проведем время. Впрочем, как и всегда. Еще подписывайтесь на наш Telegram, там постоянно публикуется какой-то эксклюзивный контент. Еще раз не забывайте про канал со стримами. А также подписывайтесь на Patreon, Boosty или подключайте спонсорство на YouTube. Или же просто помогайте нам криптой, если, конечно, можете и хотите. Как обычно, говорю всем спасибо, кто уже нам давно помогает. Это Влад, Сергей Владимиров, Николай Грищенко, Сергей Полянский, Душный Дэн, Даниил, Водолей, Crazy Cat, Алексей Суис, Анна Макунина, What Reminds of Me, Степан Бандера, Политический цирк, Аяса Сахои, Богдан Сиренко, Денис Романов, Игорь Наводный, XP, Яспер Муем, Нонна Шинкаренко, Ранейр, 33 шальных узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Амбрамсе. И вот эти вот замечательные люди. С вами был Заяц, меня зовут Руслан, надеюсь, вам все понравилось. До скорых встреч, скоро новое видео, всем пока!